Похищенное сокровище. Мелвилл Дэвисон Пост. Я думал, что она — самое прекрасное человеческое существо в мире. Конечно, она была самой элегантной, когда вошла в клуб в тот вечер. И все же она провела весь зимний день на скачках в Мёдоу-Брук. Была зима, и моросил мелкий дождь. Ее цилиндр и амазонка для верховой езды были мокрыми, сапоги забрызганы грязью, и сама она устала, но никакая усталость не могла умалить ее прекрасной бодрости. Я смотрел на нее с изумлением, как смотрел всегда. Она не видела сэра Эрика и меня. Мы были в библиотеке. Дверь была открыта. Но мы видели ее. И, как я уже сказал, ее вид привел меня в изумление. Но сэра Эрика в тот момент это зрелище, казалось, привело в ярость. Возможно, для этого человека это было кульминацией всех разочарований. Для него это был день рухнувших планов, рухнувшей надежды, вдобавок рухнувшей мести, а вид этой девушки был как соль на открытую рану. Ему не удалось собрать средства на вторую экспедицию, и он не смог возбудить уголовное дело против человека, которого обвинял в потере своего великого открытия в первой экспедиции. Наши богачи, наши суды, наши женщины, по крайней мере, это все были для него прокляты. Он был в ожесточенном настроении, и слова его не выбирались тщательно. «Конечно, салический закон не действует в этой проклятой стране», — сказал он. «Неужели здесь все принимают указания от женщины?» Появляется эта девчонка, и решение музейного комитета, и мнение адвоката внезапно меняются, как будто какая-то божественная сивилла изрекла слово. Он сделал насмешливый жест, протянув руку с согнутыми пальцами. Я бы поставил гинею, что даже сам Уоррен побежал бы к ней, если бы она поманила его пальцем. «Вы бы выиграли эту гинею», — сказал я. Он резко повернулся ко мне. «Что?» Он был удивлен подтверждением своего пророчества. После того, как она бросила его, когда все это открылось. Упорхнула в Европу и оставила его один на один с обвинением, которое я выдвинул. Она твердая, как гвоздь, жесткая, как палуба китобойного судна. Я почти мог бы посочувствовать этому человеку из-за того, как она его бросила, я, у которого есть все основания ненавидеть его. Он мог ожидать, что я буду против него. Но только не эта девушка, которая притворялась, что любит его, когда его имя было чистым, которая должна была стать его женой, когда он вернется из нашей экспедиции. Она сбегает, прекрасный типаж. Представьте себе девушку из моей страны, девушку из любой страны, кроме этой, бросающую человека, которого она якобы любила, при первом же выстреле. Он выругался сквозь зубы. Прекрасный типаж женщины. «Самый прекрасный типаж женщины», — сказал я. Он бросил на меня странный, тяжелый взгляд. Говорил ли я с ним с иронией, или я тоже был под действием этих чар, как и все остальные? Но это была правда, до которой он не мог докопаться. В том деле, которым я занимаюсь, принято контролировать свое лицо. Была зима. Сэр Эрик Дорм и я находились в библиотеке клуба на Лонг-Айленде. Это самый комфортабельный и один из лучших клубов в мире. Но в этот день он был пуст, если не считать нас двоих и только что вошедшей девушки. Я какое-то время отсутствовал в Америке. Я вернулся, чтобы присоединиться к сэру Эрику в деле, которым он занимался, и эта девушка тоже появилась, как так горько выразился этот человек в своих обвинениях, чтобы, как он воображал, повлиять на все против него. Он был в яростном настроении по отношению к ней, как человек с манией величия,
который мог поверить, будто какая-то злая сила тайно движется, чтобы мешать ему на каждом шагу в его начинаниях. Он зашел так далеко в этом горьком припадке, что почти мог заставить себя сочувствовать человеку, которого пытался привлечь к уголовному суду. Человеку, которого девушка бросила, как он выразился, когда против него было выдвинуто официальное обвинение сэра Эрика, сбежала, когда сгустились тучи, вот как он выразился в более мягком настроении. И это не был порыв страха, который двигал ею, такое можно было бы простить. Маленькие страхи и женщину можно понять. Слабая девушка могла бы броситься в укрытие, когда человек, с которым было связано ее имя, запутался в преступлении, по крайней мере, в моральном, если обвинение оставалось в силе, если и не в юридическом. Но девушка не бросила Уоррена в порыве страха. Она повернулась и ушла с высоко поднятой головой. Это было хладнокровное дезертирство, отказ от человека, попавшего в беду. Это был анализ сэра Эрика Дорма, а не мой. Я не пишу здесь о том, что думал сам. Все это дело с самого начала было необыкновенным. Странное приключение в неизведанном регионе мира, странное открытие и странный финал. Ему не было равных ни в одной известной мне выдумке, а действующие лица в нем были подобны персонажам драмы. Возьмем, к примеру, сэра Эрика Дорма. Он не был англичанином по рождению. Я так и не узнал, какого он рода племени. Но он принял Англию, обратился к ней во время Великой войны из одной немецкой колонии. И за этот поступок получил бумажный титул. Он явился из глухих мест мира, отдаленных пустынных мест, где немцы подняли свой флаг. Он появился здесь как исследователь с теорией. За этой теорией стоял слух. Слух дошел до него в немецкой Восточной Африке, и археологи, которые всегда стекались в колонии из империи, рассматривали его, как они рассматривали и все остальное. На плато Ливийской пустыни стоял памятник. Слухи об этом месте были туманными. Среди некоторых бродячих племен существовала легенда, смутная легенда. Но она упорно жила, старые туземцы слышали ее, и молодые люди тоже. Казалось, она обновлялась, как будто случайно эта вещь время от времени заново открывалась какими-то людьми, сбившимися со своего обычного туземного маршрута. Дорм приехал сюда из Лондона. Он пытался найти в Англии компанию, которая поддержала бы экспедицию. Но он нашел английский народ консервативным. Они доверяли только своим людям. Они не хотели рисковать за пределами своей страны. Музеи и научные общества выслушали его, признали, что в этих слухах может быть доля правды, признали, что древняя цивилизация, вероятно, имела раннее местонахождение в этом регионе, признали, что памятники или фрагменты древних построек могут даже существовать по сей день в каком-то неизвестном секторе. Но на этом дело и закончилось. Они не пожелали не одобрить планы этого человека, не продвинуть его с помощью финансовой помощи. И тогда он приехал в Америку. Мы были молоды и склонны к приключениям. У нас было воображение и желание рисковать. У нас был энтузиазм и мужество, чтобы отправляться с ним в путь. Во всяком случае, одно из наших крупных учреждений поддержало его, а один из наших крупных финансовых деятелей собрал деньги. Для американцев, которые их собрали, это была небольшая сумма. Дорм хотел идти налегке. Он сам отверг идею сложной экспедиции, снаряженной для раскопок города. Ему нужна была разведывательная группа, которая могла бы двигаться быстро и покрывать большие расстояния. Если он найдет эту вещь, то более детальная экспедиция сможет отправиться позже, и она будет оснащена для того, чтобы соответствовать существующим условиям.
В этом, казалось, был здравый смысл. Это понравилось богатому американцу, сидевшему в своем доме на Лонг-Айленде, у которого над головой было на $1 миллион резного камня и дерева, одинокому и скучающему. Он быстро принял решение в пользу Дорма. Если крупный музей одобрит это предприятие, он его профинансирует. И вот тут-то появилась девушка. У нее был дядя в комитете. Она пошла к нему, и в конце концов учреждение дало согласие. Дорм мог отправиться от его имени, если богатый американец с Лонг-Айленда предоставит деньги. И вот здесь в дело вмешался молодой Уоррен. Он должен был отправиться вместе с Дормом. Ему нужен был отпуск, смена обстановки после банковского дома, где он надрывался ради достижения высокого положения. Какая ценность в огромных богатствах, если к ним не прилагается крепкое здоровье? Экономия на собственной жизни — это самая худшая экономия. Это было решение девушки. Возможно, это и было главным движущим мотивом во всем этом деле. Вытащить Уоррена на природу, убрать его с глаз и из ушей менял. Дорм утверждал, что регион, куда он хотел проникнуть, вопреки общему мнению, вовсе не был нездоровым, что на самом деле это было приподнятое плато, сухое, с чистым бодрящим воздухом и пропеченной землей, самое подходящее место для человека, истощенного сидячей жизнью. Это было не в песках Сахары. Это было еще одно заблуждение. Это было твердое, выжженное плато, сухое, как черепица, в то время года, которое он выберет для марша вглубь страны. Там бывал сезон дождей, когда это плато покрывалось своего рода ковром из трав. Но в тот месяц, когда он планировал туда войти, эти травы превращались в сухие пучки растительности, покрывающие землю, твердую, как глиняная дорога, из которой ушла вся влага. Как видите, у Дорма была база, или, лучше сказать, корни его Одиссеи были глубоко заложены во всем этом деле. Эта девушка стояла за кулисами событий. Она стояла за событиями, которые дали толчок его первой экспедиции. И она же стояла за событиями, которые теперь так полностью и в самых разных формах срывали его вторую экспедицию. Из благодетельного влияния она превратилась, как он выражался, во влияние пагубное. Снег лежал на земле. Была зима, как я уже писал. Дверь в библиотеку была приоткрыта, через нее мы видели, как вошла девушка, и смотрели ей вслед, пока она не скрылась в конце длинного коридора. Дорм подошел теперь и закрыл дверь, закрыл плотно и защелкнул замок, словно желая тем самым преградить путь влиянию этой девушки, направленному против него. Затем он прошелся по комнате, миновал большой кожаный диван с красивыми электрическими лампами по обоим концам, прошел мимо письменного стола, мимо длинного стола, уставленного журналами позади дивана, и мимо открытых книжных полок, встроенных в стену. В камине горели дрова, и я стоял на коврике рядом с ним. Дорм молчал. Он прохаживался взад и вперед, словно какой-то зверь в логове, а я наблюдал за ним. Это было тяжеловесное, странное человеческое существо с массивным лицом и густыми, сутулыми плечами. Я смотрел на него, обладая гораздо большим знанием об этом деле, чем он сам. Меня не озадачивали его тайны. Но сам этот человек в некоторых своих проявлениях представлял собой интригующую загадку. Почему он так быстро перешел на английскую сторону в немецких колониях? Был ли это здравый смысл, предвидевший окончательный, неизбежный конец немецкого владычества в мире, или английская разведка наметила его как человека, поддающегося влиянию? Пришел ли он, в самом деле, за свою цену? Мне было любопытно. Были ли в этом человеке хоть какие-то благородные порывы исследователя?
Я внимательно посмотрел на него со своего места у огня. Он нашел то, что отправился искать. В этом ему нужно было отдать должное. И он организовал свою экспедицию и провел ее с определенным мастерством. Он не хотел брать с собой молодого Уоррена. Он делал все возможное, чтобы избавиться от этого человека. Но он не мог от него избавиться. Эта девушка позаботилась об этом. Дорму пришлось взять человека с собой или отказаться от всего этого дела. Он не был дураком. И когда это стало неизбежным, он смирился с обстоятельствами. Но было ясно, что он хотел пойти один. И со своей точки зрения он был глубоко прав. Возможно, с общей точки зрения такого человека, он тоже был прав. Если бы он пошел один, ему пришлось бы считаться только самим собой, и если бы он обнаружил что-то, имеющее археологическую ценность, вся честь досталась бы ему. Не пришлось бы делить добычу. Мудрость такого курса была подкреплена множеством примеров. Суперкарго всегда критиковали то, как шкипер управляет своим кораблем, особенно если они были как-то связаны с лицами, имеющими финансовый интерес в плавании. А помощники в экспедиции всегда писали об этом, портя прекрасную историю, которую лидер планировал написать сам. У человека не были развязаны руки, когда у него имелся свидетель. Цезарь мог писать свои комментарии так, как ему хотелось, в тишине своего римского имения. Он мог рисовать свой собственный образ так, как ему вздумается. Он мог выстраивать детали своих великих приключений и преодолевать их с прекрасным драматическим мужеством, когда все дело было в его руках, когда, говоря прямо, не было ни одного свидетеля. Дорм понимал это, возможно, не литературную выгоду, но большую материальную пользу. Он хотел пойти один. Он смотрел на Уоррена как на опасность для себя. И со своей точки зрения он был прав. Я писал, что Дорм нашел то, что намеревался открыть. И это было правдой. Он отправился в Ливийскую пустыню с Уорреном и дюжиной туземцев. После первого долгого марша на юг они достигли местности, сопоставимой с регионом, на который Дорм рассчитывал наткнуться. Это было высокое плато, твердое от жары и покрытое разнообразными сухими травами. Оно не было засыпано песком и не было ядовитым, вопреки общему мнению. Земля была плоской и твердой, а воздух — чистым и бодрящим, как в районе выше Асуана осенью. Очевидно, это был неизвестный регион, так как в географических справочниках здесь значились пески и миазматический климат. Они не нашли ни погребенного города, ни каких-либо разрушенных строений цивилизации. Тем не менее, упорный слух оказался верен. Они нашли каменного сфинкса, возвышавшегося над выжженной землей этого плато. Это был ассирийский или финикийский образец древнеегипетского сфинкса. Они заметили его вдали около заката, и Дорм подумал, что это золото. Уоррен тоже был глубоко изумлен. Существо, укрытое крыльями, желтым блеском сияло на солнце. Затем внезапно опустилась ночь, как это всегда бывает в пустыне. Там нет сумерек в нашем понимании. Для двоих мужчин это была ночь чудес, ночь, которая, как им казалось, никогда не закончится. Они проговорили всю долгую ночь. Предположим, что это великое изваяние в самом деле было из золота. Это не было совсем уж безнадежной надеждой. Огромные золотые памятники существовали в мире. Вспомнить хотя бы Афину работы Фидия. Изваяние не было золотым, но основание для их надежды все же имелось. Крылья сфинкса, когда они приблизились к нему, казались позолоченными.
При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что большие перья этих крыльев были выкованы из тонких листов золота и прикреплены к каменному изображению с помощью зацементированных бронзовых штырей. Дорм снял эти золотые пластины. Они составляли значительный объем, но были выкованы тонкими и не были тяжелыми, несколько туземцев могли перенести их по суше к побережью. И вот здесь, в этом приключении, произошел первый сомнительный инцидент. То, как его объясняли, зависело от того, какому человеку верили. Дорм утверждал, что Уоррен внезапно бросил его ночью, забрав с собой большую часть туземцев и большую часть снаряжения. Золотые пластины, связанные вместе для носильщиков туземцев, также исчезли. Осталось всего 8 туземцев, и он отправился с ними обратно к побережью. Уоррен излагал несколько иную версию этого происшествия. Говоря простыми словами, он утверждал, что покинул лагерь Дорма в ту ночь из-за страха. Он боялся оставаться. Он не мог привести в пример никаких явных враждебных действий, но был убежден, что его жизнь находится в опасности. У него было предчувствие, что Дорм не намерен выпускать его оттуда живым. Все дело было в том, как этот человек смотрел на него, так говорил Уоррен. Как бы то ни было, он действительно покинул лагерь Дорма ночью, и большинство туземцев-носильщиков ушли с ним. Он откровенно признавал это, но отрицал какое-либо знание о золотых пластинах. Он не взял ничего, кроме самого необходимого. То, что он взял, никоим образом не уменьшило ни запасов, ни снаряжения, необходимых Дорму для возвращения. Он говорил, что им двигал не совсем страх смерти. Это был страх перед неизбежным столкновением, которое назревало между ними. Вскоре, как он это видел, Дорм избавился бы от него, если бы он сам не начал действовать первым. Он хотел упредить этот исход, и единственным открытым путем было бегство. Он не мог убить Дорма в качестве предупредительной меры. Надо признать, что история Дорма выглядела наиболее убедительной. Он возглавлял экспедицию, и за ним был авторитет этого руководства. Он лишь посмеивался над мотивами Уоррена. Между мужчинами не было ни ссоры, ни столкновения, ни единого слова или жеста. Уоррен внезапно увел туземцев-носильщиков и дезертировал в ночи. Дорм пожимал плечами. Сокровища в виде золотых пластин тоже исчезли. Вывод напрашивался сам собой. Зачем нужно было столько носильщиков, если Уоррен ничего с собой не уносил? Косвенные улики были убедительными. А подозрения Уоррена, как он их описывал, казались едва ли обоснованными. Определенно, преимущество было на стороне Дорма. Было и еще кое-что. Дорм утверждал, что оставленные ему запасы продовольствия состояли в основном из консервов, которые они с Уорреном ранее отложили как сомнительные. Он побоялся их есть и предупредил туземцев. Но в конце марша голод пересилил его предупреждение. В конце концов они съели их, и это непослушание стоило им жизни. Они умерли в последний день пути, и Дорм вернулся один, будучи, по его собственным словам, почти обезумевшим от голода человеком. Молодой Уоррен предстал перед миром в очень дурном свете, когда Дорм явился со своей историей. Он выглядел довольно жалко. Именно тогда эта девушка, как выразился Дорм, бросила Уоррена и упорхнула в Европу с высоко поднятой головой. Большинство людей смотрели на него косо. Дорм около 2 месяцев обретался в Нью-Йорке, описывая историю своей экспедиции, составляя отчет для музея и пытаясь привлечь молодого Уоррена к уголовной ответственности. Меня не было в Америке эти 2 месяца, и теперь, по возвращении, я встретился с сэром Эриком Дормом.
Он обнаружил, что решения по его делу принимаются внезапно. Вещи, которые долго откладывались, обсуждались и переносились, теперь были решены и решены против него. И всегда, как заставляла его верить собственная мания, именно эта девушка направляла ход событий против него. Он видел ее зловещую тень на заднем плане за каждым неблагоприятным решением. Она была на первом плане, видимая глазу на встрече, с которой мы только что вернулись, на встрече с адвокатом. Она стояла у его стола, когда тот выносил Дорму свое окончательное заключение по поводу уголовной стороны поступка молодого Уоррена. Никакой уголовной стороны в этом деле не было. Право собственности на пропавшие пластины установить было невозможно, а косвенные улики были слишком туманны для предъявления обвинения, к тому же это деяние находилось вне юрисдикции наших судов. Все было предельно ясно и закончено. Молодого Уоррена нельзя было привлечь здесь к уголовной ответственности по подозрению в краже, совершенной в Центральной Африке. Крупный юридический авторитет тяжело опустил руку на стол, а девушка улыбнулась, глядя на Дорма сквозь сузившиеся веки, как на побежденного, над которым празднуют триумф. Это было больше, чем Дорм мог вынести молча. «И что же, вор уходит на свободу?» — спросил он. Но эта колкая издевка не пробила ее броню. Она повторила эту фразу, словно изречение оракула, «И что же, вор уходит на свободу?» Перед комитетом в музее мы столкнулись с такой же окончательностью. Дело не подлежало пересмотру. Полномочия сэра Эрика Дорма были отозваны. Входя туда, мы разминулись с девушкой на каменной лестнице, когда она выходила. Дорм выругался. Неужели нет конца влиянию враждебной женщины? И вот здесь, на Лонг-Айленде, когда мы приехали сегодня, чтобы получить окончательный ответ от богатого американца, финансировавшего первую экспедицию, Дорм получил такой же отказ. Этот крёс больше не интересовался делом. Он пожал плечами и, говоря простыми словами, выставил нас вон, прямо к гончим и лошадям, собравшимся перед его дверью. Он пошел за нами, как оказалось, но вовсе не для того, чтобы смягчить наш уход. Он пришел, чтобы посмеяться вместе с этой вездесущей, неизбежной девушкой, которая сидела на своем огромном гунтере, как какая-то дочь богов. Дорм шел вперед, опустив голову и напрягая каждую мышцу. Но я остановился, чтобы улыбнуться и помахать ей в знак приветствия. Я не мог удержаться. По-моему, ей нет равных в мире. И вот теперь сэр Эрик Дорм и я подошли к завершению всего этого дела, здесь, в библиотеке этого клуба, наедине зимним вечером. Он тяжело прохаживался, словно какой-то запертый зверь. А я стоял, как уже писал, на коврике у камина. Огонь привлек мое внимание, маленький язычок пламени, вырвавшийся из тлеющего полена, и я задал вопрос, словно это зрелище пробудило мой интерес. «У вас был костер на каждой стоянке во время вашего африканского марша?» Он ответил так, словно это был рефлекс, будто мой праздный вопрос не касался глубоких мыслей, которые он обдумывал. «Да», — сказал он, — «маленький костер». «Вы везли топливо с собой?» «Нет». Какое же топливо можно было найти на выжженном плато? Он сделал жест, словно отмахиваясь от пустяка, который его беспокоил. Было жарко. Нам не нужен был огонь, кроме как для того, чтобы вскипятить чайник, для этого хватало нескольких пригоршней сухой пустынной травы. «Значит, это был единственный след вашего маршрута, точки от этих костров?» «Да», — сказал он, — «они останутся, пока не пойдут зимние дожди». Затем он внезапно повернулся ко мне, словно очнувшись от своего всепоглощающего самоанализа с весьма решительным намерением.
«Мой друг», — сказал он, — «у вас должно быть представление о истине на основании свидетельских показаний, иначе вы не представляли бы сэра Генри Маркиза в этом деле. Как вы думаете, эти золотые пластины были украдены?» «Да, думаю», — сказал я. Его лицо прояснилось. Голос приобрел более уверенный тон. «Вы верите в это?» «Я знаю это», — сказал я. «Тогда», — воскликнул он совершенно импульсивно, — «почему вы не поможете мне уличить в этом поступке виновного? Неужели вы тоже поддались чарам этой девушки?» Я наклонился и погрел руки над пламенем. Мои руки не были холодными, но этот жест вел к вопросу, который, как я хотел, должен был показаться неуместным. Я задал его теперь праздным голосом. «Если маленький костер на стоянке во время вашего марша предназначался для того, чтобы вскипятить чайник, сэр Эрик, то что означал бы большой костер на вашей стоянке?» «Большой костер». Он повторил эти слова так, словно они были каким-то взрывоопасным ругательством. Я не поднимал глаз из своего согнутого положения. Но краем глаза я видел, как изменилась поза этого человека, так, словно какое-то огромное водяное чудовище выбросилось из глубины, чтобы противостоять врагу. Я продолжил, переходя обыденным голосом к его замечанию о девушке. Решение музейного комитета определило не только лишь влияние этой девушки. Видите ли, золотые пластины уже доставлены. Я говорил ровно, без пауз, словно не давая ему возможности вставить слово. Вы спросили меня, думаю ли я, что они были украдены. Я сказал, что знаю это. Вот откуда я это знал. Я выпрямился. Я не смотрел на этого человека. Мне хотелось, чтобы мое внимание казалось отвлеченным. Подъехавший к дверям автомобиль, голоса в холле, 2 человека, отправляющиеся обедать — все это помогло моей цели. Когда я наконец взглянул на Дорма, он стоял позади большого кожаного дивана, положив руку на стол и наклонившись вперед. «И что же, вор в конце концов принес их?» — спросил он. Его голос был тихим и осторожным, как у человека, который скрытно прощупывает путь в темноте. «Ну, — сказал я, — не совсем так, сэр Эрик». Я говорил непринужденно и бодро. Вор их не приносил. Видите ли, по вашему маршруту прошла другая экспедиция. Именно эта экспедиция и доставила их. Это объясняет нынешнее отношение к вам со стороны комитета и здешнего Мидаса на Лонг-Айленде. И все же девушка замешана в этом, сэр Эрик. Но он держал себя в руках. Надо отдать ему в этом должное. В каком месте на пути отхода Уоррена они нашли спрятанные пластины? Спросил он. Это было не на пути отхода Уоррена, ответил я, это было на вашем пути отхода. Я не смотрел на него. Я продолжал ровным голосом. Минуту назад я задал вам вопрос, и вы на него не ответили. Если маленький костер предназначался для того, чтобы вскипятить чайник, то что означал бы большой костер, вы не ответили на это, сэр Эрик. Но тот, кто повел эту вторую экспедицию по вашему маршруту, ответ нашел. На вашей последней стоянке по пути к побережью, уже после того, как Уоррен покинул вас, был разведен огромный костер. Зачем понадобился этот большой костер, для которого с трудом собирали траву на большой площади? В этом была своя цель. Я продолжал, я не мог догадаться об этой цели, сэр Эрик. Но тот, кто возглавлял экспедицию, догадался. Большой костер должен был скрыть тот факт, что выжженная земля в этой точке вашего пути была нарушена, перекопана, чтобы зарыть что-то объемное, зарыть золотые пластины.
Для этого потребовался большой костер, оставивший золу на пространстве в 6 футов. Он сохранял прежнюю позу и ровный голос, и нанес удар прямо по самому главному вопросу: кто возглавлял эту экспедицию. В библиотеке этого клуба есть вторая дверь. Через небольшой коридор она ведет в длинный обеденный зал. Вместо ответа я подошел и приоткрыл эту дверь, и через узкую щель мы смогли увидеть девушку и Уоррена за обедом, за столиком со стороны гостиной. Переодетая в вечернее платье, девушка была прекрасна как сон, а парень рядом с ней — сильный, бронзовый от загара человек, вернувший себе здоровье. Я закрыл дверь и повернулся к Дорму. «Это была американская девушка», — сказал я. Она не бросала Уоррена в беде. Она отправилась, чтобы доказать его невиновность. Она провела эту вторую экспедицию по вашему следу. Она разгадала значение того костра на вашей последней стоянке, она и привезла пластины. Но теперь на лице Дорма вспыхнул огонек победы. «Кто ей поверит?» — сказал он. Учитывая ее интерес к Уоррену. Она просто уговорила его отдать пластины. Он повторил с усмешкой: «Кто ей поверит?» Я посмотрел ему прямо в лицо. «Я ей поверю», — сказал я. «И почему же вы ей поверите?» Усмешка и огонек победы все еще оставались на его лице. Но они погасли от моего ответа. «Потому что я был с ней», — сообщил я ему с намеренной и бесповоротной уверенностью. К тому же, и я сделал мимолетный жест, туземцев, умерших от трупного яда, сэр Эрик, не находят с пулевыми отверстиями в черепе.